Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, заметили, что как-то в последнее время вот с этими всеми тарифными вариантами, которые Трамп там м, нахреновертел, а потом все это слил аккуратно в унитаз, как-то забылся и ушел на второй, если не на третий план, договор о наших редкоземельных металлах, если они вообще существуют. Да, помните, как нас сжали постоянно? Вот подписывайте, вот это, вот то. А теперь как-то съехали, ну не до того, да, не до этого всего дела. Э, Трамп как-то, видите, он хотел отхапать денег со всех сторон, Украину ограбить, потом своих союзников, если это можно сказать, если это применимо слово к Трампу вообще, у него хоть какие-то союзники есть, да, ограбить. Вот. Ну и ни там, ни там не обломилось, но история была очень интересной, да. Так вот, министр финансов Трампа рассказал, как он приехал в Киев и как он заставлял Зеленского подписывать договор, вот этот вот поганый договор, который, конечно, Зеленский не стал подписывать. Вот. Но любой бы из предыдущих президентов, подчеркиваю, любой подписал бы. Любой. Вот. А Зеленский нет, ну, слава богу. Да, и тот договор был, конечно, полным лайном. И вот интересна фраза, которую сказал тогда Зеленский этому Бесенту, это министр финансов. Стучать пальцем по договору и говорить, что нужно подписывать сейчас, на это я мог только ответить ему. Прекращайте стучать пальцем и давайте говорить предметно. Он, конечно же, ожидал совершенно другого диалога, но я не считаю Украину третьесортной страной. Мы должны общаться на равных. Это великолепный ответ просто Зеленского на это все дело. Дело в том, что Соединенные Штаты и Трамп никоим образом не имеют права считать Украину, знаете, какой-то своей прокси или какой-то там действительно третьесортной страной. Если мы третьесортная страна, то вы тогда объясните, как мы противостоим России 3 с лихвой года. М? Ну, вспомните, сколько первосортная Франция сопротивлялась Германии. Сколько? 2 недели? 3 недели? Я что-то забыл уже там во время Второй мировой. Вот англичане, те сопротивлялись, но между ними был Ла-Манш, там другая ситуация. Бельгия сколько сопротивлялась, Голландия сколько сопротивлялась. А Украина вот так, значит. Ну, а поскольку Путин и Гитлер есть одно и то же, да, ну, как одно и то же, не совсем одно и то же, у Гитлера не было плеши, а у Путина нету усиков. Вот в этом, конечно, серьезная разница, да. А так то же самое, да. Вот. И Украина Украина такая страна, которая будет сопротивляться. И вот таким Бессентом, вот таким Трампом тоже. Они просто неправильно нас понимают, да. Они думают, что, как кто-то говорил, я думал, они на коленях, а они берцы перешнуровывали, да. Вот так, как-то невдобно вышло. Да, то есть они не на то рассчитывали. И потом, вот сейчас, то есть они первый раз приехали с договором, который был кучей лайна. И второй раз, вот когда они сейчас уже привезли большой договор, просто куча лайна, даже не хочу его обсуждать. Вот, но интересно, что наши, вот это очень интересно, наши наняли международную юридическую компанию с хорошей репутацией для того, чтобы она проверяла каждую запятую в новом договоре, который, если он будет подписан, то вот каким он будет. На предмет чего? Прежде всего, на предмет европейского законодательства, потому что вот этот договор, который будет подписан, он должен соответствовать европейским законам. Соответственно, потому что Украина идет в Европу, в ЕС. И, соответственно, если у нас будут договоры, которые не соответствуют еврозаконодательству, этого не произойдет. Нам же предложили не европейский договор, а нам предложили договор африканский. Причем африканский договор не из 21 века, а скорее века из 19, да? Где Карабасу-Барабасу принадлежит все, а ты там у него на полях вообще непонятно кто. Вот. Ну, понятное дело, что это дело не годится, и это дело никто не будет подписывать, это понятно. Зеленский, кстати, сказал, окей, давайте подпишем договор, но мы там будем на паритетных основаниях. Первое, то есть это будет инвестиционный договор. И если вы хотите засчитывать свое оружие за свое участие, ну, пожалуйста, давайте новое, то, что вы будете нам поставлять, мы будем засчитывать, потому что за старое, то, что поставлено было как помощь,
Это не суда. Это две разные вещи. Да? Суду надо что сделать? Взять и вернуть. Вот если бы мы получали ленд-лиз, то за, например, то, что мы получили, но не вернули, мы бы должны были заплатить деньги. Тут я согласен. Ленд-лиз в какой-то степени суда. Ну или вернуть все. Вернуть, да? Ну, кроме того, что разбито. В этом случае тогда ничего никто никому не должен. Вот. А в этом случае была помощь. То, что мы получили, это помощь, поэтому мы ничего никому не должны. А вот американцы нам должны за оружие, которое они у нас забрали, став, скажем так, нашими гарантами. Ну, и все прекрасно знают о судьбе Будапештского меморандума, которым просто подтерлись. У каждого был по экземпляру, так что каждый потер его как следует, сходил и сделал свои дела с этим Будапештским меморандумом, да? Вот, но уже не будем вспоминать старое. Короче говоря, то, что сейчас предлагают американцам, пожалуйста, мы можем у вас покупать что-то новое, и это будет засчитано вашим вкладом вот в этот новый договор. Но опять он на паритетных будет основаниях. Не будет такого, что вы будете решать все, что вам будут принадлежать украинские недра и так далее. Нифига вам принадлежать не будет. Это все земля народа Украины. Это недра народа Украины. Вы можете сюда прийти с инвестиционным каким-то договором и разрабатывать что-либо на паритетных основаниях вместе с нами. Поэтому как раз в Вашингтон и была послана делегация, скажем так, третьих лиц. Третьих лиц, я не имею в виду третьих лиц каких-то, а третьестепенных, ну, скажем так, второстепенных чиновников, то есть замы замов поехали, да, вот чистая техническая делегация, среди которых там экономисты, юристы, вот, которая предложит американцам наше видение этого всего дела. И если американцы будут заинтересованы, ну, тогда окей, хорошо, тогда да. Ну, а нет, значит, тогда нет. Тут такое дело. Вот. Вот так вот с ними надо разговаривать. С ними нужно разговаривать жестко и на понятном им языке. Тогда они перестают борзеть. Потому что когда ты начинаешь кланяться публике типа Трампа и усюсюкать, и пусюсюкать с ними, они тебе залезут на голову, еще и нагадят и скажут, что так оно и было до того. Да. Вот. И интересно теперь по самому Трампу. Только что выступает Трамп. Там несколько его корешей рядом с ним стоят. Такие уже, я смотрю, деды в возрасте, там явно крепко за 70, и он говорит, вот этот чудик заработал там за вчера 2,5 миллиарда долларов, а вот этот 900 миллионов за один день заработал. Какие хорошие ребята. А я так себе говорю, стоп. А вот эти хорошие ребята, на чем они деньги заработали? Правильно, на акциях американских компаний. Стоп. А как же они заработали? Очень интересно они заработали. То есть получается, что они вовремя их купили и вовремя скинули. А как можно вовремя купить и вовремя скинуть, вот если там, если ты не, только если ты не в курсе, что Трамп будет вводить пошлины, а потом ни с того ни с сего, без объявления причин, без ничего возьмет эти пошлины, уберет. Вот в этом случае, конечно, я уже об этом рассказывал, в этом случае можно сделать не миллионы, а миллиарды. И не за один день, а за 2 часа. За час можно сделать миллиарды долларов. Что эти чудики и сделали. Одно только есть небольшое но. Трамп со своим языком, который помело, он же их просто тупо сдал. И теперь, вот уже в американском сегменте интернета пошли призывы к американской Фемиде рассчитывать. А как вот эти вот швейцары, которые, значит, окружают Трампа, умудрились заработать такие бабки? У них что, была инсайдерская информация? Так проблема-то в том, что такая информация является противозаконной. И за то, что ты ее распространяешь, то есть начинаешь свистеть кому-то на бирже, что произойдут те-то и те-то события, которые повлияют на стоимость акций компаний, за это в тюрьму можно засвистеть на двузначные сроки. Просто на двузначные сроки, там и на 20 лет и больше. И фактически он сдал своих подельников, ну и сам себя сдал своим языком дурноватым. Конечно, нужно будет доказывать, что он действительно их предупреждал заранее, что они не оказались такими глубоко талантливыми людьми, которые взяли вот и на горе американцев заработали деньги, потому что сотни тысяч американцев были разорены вот такими действиями Трампа. Но не друзья Трампа. Вот какие удивительно, знаете, хочется посмотреть на них и, значит, вот, удивиться, какие прозорливые друзья у Трампа оказались. Ведь вы посмотрите, какие талантливые ребята в возрасте там 75 плюс лет сохранить такой ясный ум, такое ясное предвидение ситуации и не пользуясь
И информация инсайдерской, полученной от Трампа, заработает за один день $2,5 миллиарда. Один и 900 другой. М? Какие таланты. Вот среди всех остальных американцев таких не нашлось. А эти, а эти таланты глубокие. Правда, об их талантах раньше никто не знал. А теперь они таланты. Вот видите, как получилось. Совершенно, конечно же, случайно. Ну, тут я скажу одно, что, конечно, вот эта генпрокурорша, которая есть в США, как ее там, Сторми Дэниелс, по-моему, или она похожа на нее, просто не суть важно. Вот. Сторми Дэниелс вряд ли это будет рассматривать, раз это самое, ну, потому что там рука руку моет, вы же понимаете. У них сейчас Министерство юстиции, чтобы вы знали, на стенке висит портрет чувака, у которого 90 уголовных дел. Нормальное такое Министерство юстиции, конечно, да, кошерное, тут ничего не скажешь. Вот, висит на стенке такой портрет замечательный. И его туда эта Сторми и прицепила. Да, так вот, окей, хорошо, но будет же следующее. Будет, это ж не конец света, не конец Америки. Придут следующие прокуроры и начнут расследовать. А что это за такие талантливые друзья у Трампа? А эти преступления, они будут через 20 лет расследоваться, увидите. Какие же это такие талантливые друзья, что они знали заранее обо всем? Не, они не знали, как я могу так говорить, они предугадали своим гигантским таким мысленным усилием, да, они же все, как не посмотришь на Трампа, он же талант, да, вот, а друзья такие же таланты. Я думаю, что американская прокуратура в свое время с этими глубокими талантами обязательно разберется, да, вот. Но не только, значит, Украина и не только вот эти вот махинации на бирже, не только Трамп вчера принял краеугольный закон, и я скажу, что это его, пожалуй, вторая победа после победы над картонными трубочками, помните, для коктейлей, которые он отменил. Вот это действительно ему надо записать в плюс, потому что действительно победа над картонными трубочками, это было мощно задвинуто, и тут ничего не скажешь, туше. Вместо них сейчас пластиковые используют. Вот. И вчера он совершил вторую такую же победу, он раскрутил вентили в душах американцев. Не в душе, а в душах, чтобы они могли помыться. Оказывается, я об этом не знал, например, что в Америке существовал определенный лимит на воду, которую можно использовать в душе. Вот, с тем, чтобы люди не использовали воду расточительную. Да. И у них был лимит. И вот этот лимит вчера Трамп отменил, заявив, что он сам моется минимум 15 минут под душем, потому что у него, это его слова, это не мои слова, очень красивые волосы, и за ними надо ухаживать. Ну, блин, если, понимаете, красивым быть не запретишь, тут же такое дело, да. И Трамп смотрит на себя в зеркало, ну, ети твой налево, ну, красавец же, ну, просто, да, Ален Делон практически, да, писанный, вот, только блондин, да, такой немножко вот загорелый, вот, ну, просто красопетина же, а голову помыть нормально не может, ну, безобразие, да, безобразие, вот, и он отменил это дело, и я считаю, что вот эта победа, это обязательно запишут в анналы истории, не в анналы, именно в анналы.